Всем привет! Хотите узнать некоторые секреты и тонкости, которые помогают простому пирожку стать настоящим кулинарным шедевром? Сегодняшний выпуск для истинных чебуреколюбцев, так как сейчас мы будем искать самый лучший рецепт чебуреков. Сделаем два вида теста и два варианта начинки, а потом выберем идеальный. Первонаперво возьмемся за простое заварное тесто, как в чебуречной. Для него нам понадобится просеять 500 грамм пшеничной муки. Далее соединяем 250 мл кипятка и 10 грамм соли. Отправляем все в муку и перемешиваем ложкой. Завершающий этап: 60 мл растительного масла. Мы взяли оливковое. Мне нравится, очень простой рецепт. Посмотрим, каков он в деле. Замесив тесто, даем ему отдохнуть от 10 до 30 минут. На форуме истинных чебурекодельцев мы выбрали рецепт. Он с водкой. Тесто обещали очень тонкое, мелкопузырчатое и хрустящее. Для него берем 640 грамм просеянной муки, 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли, 2-3 столовые ложки водки и 300 мл обычной негорячей воды. Как думаете, какой из двух вариантов лучше? Пишите в комментариях. Замесив тесто, оставляем отдохнуть его на 30 минут. А тем временем Андрей подготовит фарш. Для начала мелко дробим в блендере 1 кг лука. Для восточных регионов в приоритете баранина, а в нашем чаще используется свино-говяжий фарш. Мясо и лук берем в соотношении 1 к 1. Перетираем в ступке 1 чайную ложку душистого перца. И отправляем в фарш. Туда же 1 чайная ложка базилика, 1 чайная ложка сухого чеснока, 1 столовая ложка соли и все перемешиваем. Для второй начинки нарезаем пучок свежей кинзы и пучок укропа. После батла с хот-догами у нас осталось 330 грамм очень вкусного куриного фарша с бараньим жиром. Добавляем в него зелень, а для большей сочности еще 1 свежий мелко нарезанный помидор. Сдабриваем солью и душистым перцем. Берем одного и второго по пол чайной ложки. Все перемешиваем. И переходим к заварному тесту.
Вымесив его еще раз, делим на части. Далее подкручиваем кусочки вовнутрь и придаем форму дисков. Чебуреки раскатываем скалкой тонко-тонко. Этот процесс требует времени, терпения и несколько рук. Помню с детства самые счастливые моменты, когда к нам в Украину прилетали родственники с Урала, и мы все огромной семьей, много смеясь и общаясь, лепили горы пельменей и чебуреков. А вы как готовите чебуреки? Всей семьей или самостоятельно? Кстати, второй вариант теста с водкой получился на ощупь более нежным, мягким и легче раскатывается. Пока он лидирует. Далее на разное тесто кладем 1 столовую ложку свино-говяжьего фарша. А для большей сочности чебуреков мы заранее заморозили кубики бульона. Помещаем их на фарш. Заворачиваем тесто и с помощью круглой тарелки формируем четкий полумесяц. Ту же процедуру повторяем и с куриным фаршем. Только кубики бульона уже не добавляем, так как желаемую сочность даст помидор. В лепке лучше ведет себя заварное тесто без водки, оно более прочное. Прижимаем края пальцами и проходимся еще раз вилкой, чтобы при жарке сок не убежал. Быстро сделаем идеальный соус для чебуреков. Берем зелень, кинзу, укроп и петрушку и мелко нарезаем. В стакан жирного кефира добавляем соль по вкусу и перемешиваем с зеленью. Соус готов. Теперь разогреваем растительное масло до 210 градусов. После этого немного убавляем огонь и жарим чебуреки с двух сторон при температуре 180-190 градусов до золотистой корочки. Заварное тесто получается на вид воздушное и с крупными пузырьками. А тесто с водкой действительно мелко пузырчатое. Как говорят, делать чебуреки лучше втроем. Один катает, другой начиняет, а третий ест. В нашем случае достойных дегустаторов было больше. Попробовав, ребята пришли к выводу, что тесто здесь особой роли не играет. Оно на вкус похоже. Но по простоте и практичности я сделала свой выбор. В следующий раз буду делать чебуреки из заварного теста без водки. Вам интересно, какая начинка понравилась большинству? По мнению ребят, чебуреки с кубиками бульона получились по-настоящему сочными и напоминают классический вариант. Но 2 из 3 выделили чебуреки именно с помидором и зеленью. А вы какие выбрали бы? Пишите в комментариях и ставьте лайки. Ваша подписка и 50 тысяч лайков существенно помогут развитию нашего семейного канала и приблизят к 1 миллиону.
А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!